Один или Вотан на прогерманском считается верховным богом в германо-скандинавской мифологии. Являясь сыном Бора и Бестлы, внуком Бури, он был предводителем и отцом всех асов, знатоком сказов и рун, мудрецом и шаманом. В то же время он покровительствовал военной аристократии, был повелителем валькирий и богом войны. Только он один мог привести дружинников в ярость во время битв и сражений, лишить их чувства страха и заставить перестать чувствовать боль. Само имя Один переводится как одержимость военными действиями, шаманский экстаз. Тот факт, что Один был возведен в ранг верховного бога, указывает на то, какую первостепенную роль в жизни древнего скандинавского народа играла война. Парадоксально, но сам бог воинственному экстазу подвержен не был. Его можно скорее считать сеятелем военных споров и действий. Один также считался богом магии и мудрости. И хотя его можно считать зачинщиком всех войн того времени, обвинить его в кровожадности и коварстве, не стоит забывать, что он был очень образован. Поэтому внутри него всегда шла борьба между добром и злом. Культ бога Одина был на пике популярности у викингов в 8 и 9 столетиях. Пираты и мореходы беспрекословно поклонялись этому богу, такому неравнодушному к битвам и сражениям. Один часто являлся к простым смертным людям одноглазым стариком, обернутым в синий плащ. Его лицо всегда скрывалось под капюшоном или под широкими полями шляпы. Бог лишился глаза, отдав его хозяину источника великой мудрости Мимиру. Взамен ему было позволено сделать всего один глоток из этого источника. Но этого не хватило для того, чтобы заполучить магические руны. Одину пришлось приковать себя к мировому дереву, вонзив в себя собственное копье. Провисев на дереве 9 суток, он смог постичь силу рун и стать носителем великой мудрости. Вооруженный копьем, Один всегда появлялся в сопровождении 2 волков или 2 воронов. И было худо каждому, кто, забыв про законы гостеприимства, отталкивал от своего дома уродливого карлика или бедного старика, бродившего по свету. В таком обличии, будучи мастером перевоплощения, Один проверял людей, наказывая плохих или помогая хорошим победить в сражениях. Один был женат на богине Фригg, проживавшей в Асгарде. На правах супруги она всегда сидела рядом с ним на престоле Хлицкельве. Именно оттуда божественная чета наблюдала за событиями настоящего и будущего во всех 9 мирах. Один знал обо всем, что происходило в этих мирах, благодаря помощи 2 братьев-воронов – Хулигу, Мысль, и Мунину, Память. Облетев все миры, вороны возвращались к Одину, садились ему на плечи и шепотом рассказывали обо всем, что смогли узнать. Один, наконец, приближением всеобщей гибели богов древнескандинавского пантеона и исчезновением всего мира, Рагнарёк, которое должно было случиться после последнего сражения между богами и хтоническими чудовищами. Ясновидящий и мудрый Один становился все более озабоченным. Предвестником Рагнарёк стала смерть одного из асов – бога весны и света Бальдра. Братья-вороны нашептали верховному божеству, что в долине Вигрид, где будет происходить последнее сражение, от сил хтонических чудовищ погибнут все люди. А самого Одина проглотит Фенрир, отпрыск бога огня Локи и великанши Ангрбоды в обличии чудовищного волка. У Одина не было столько сил и власти, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу и собственную смерть. Однако он знал, что Бальдр возродится и займет его место в новом мире, который появится из морской пучины. Это знание служило ему единственным утешением.